Чао-чао, мы в Будве. В прошлый раз, на прошлом видео я анонсировал телеграм-канал, тут тоже анонсирую в этот раз, потому что конверсия хорошая, вы переходите, телеграм-канал про спорт, про триатлон, тренировки записываю каждую неделю отчеты, лайфхаки, подписывайтесь, ссылка внизу. Сегодня мы идем на трейл, который организовывает триатлон клуб Будва. Доброе утро! Super si ti te lepši majice, baš ti pristao. Доброе утро! Kako si? Триатлон клуб Будва организовывает трейл на острове, на необитаемом острове Алькатрас. И вот там мы будем сегодня бегать. Мне достался слот буквально накануне. Спасибо жене. Любимая, я тебя люблю, что ты меня отпустила. Сыночек, спасибо, что вы меня отпустили. Спасибо тестю, что меня подберет, надеюсь, подберет. И мы сегодня будем бежать. По идее, в режиме тренировки, но посмотрим, как это будет. У меня есть неотложные дела, которые нужно решить. И вот не знаю, как сейчас буду договариваться с лодочкой. Потому что мне нужно попасть на вон тот остров, но я не успеваю на ту лодку, которая будет отвозить всех. Поэтому мне придется к старту подъехать отдельно. 12 часов у меня заказа на 1 час. И я них попрошу два черная. Я не знаю откуда. Они ты будешь по-английски. Ты на улице говорил по-английски, да? Я скажу, я тебе до Святого Никола мы идем дальше, окей? Окей. И приезжай здесь без 10 до 12. Без 10 до 12. Без 15. Лучше подожди, может он и придет. Без 15. Хорошо, я без 15 буду здесь. Это. Добро. Брат. Я сад возил слушай, историю. Здесь при 10-15 не гуляют люди. Я такси. Откуда вы? Я говорю, Казахстан, да, мы сборная. Я говорю, я прошлый год катал сборную. Я прошлый год катал боксеры. И потерял нигде фотографию. И сейчас они думают, наверное, обманила. Завтра мой брат, что я не катал, при 1 год назад меня знал. Я не катал всегда. А я боксом занимался 3 года. 3 года боксом занимался. А сейчас занимаюсь триатлон. И состою в триатлон клуб Будва. Я член триатлон клуб Будва. Почему нет? Надо. Да. Это хорошая идея, спорт. Окей, дочим. Ложи, брат. Братимся в палате. Здесь си, брат. Kako je? Добро. How are you? Thank you for that video, and I hope today you make one more video because I will run. Okay. So, видимся. Короче, часть диалога вы видели. Просто я стою, и чувак такой: Казахстан, привет, бокс, туда-сюда, что-то кричит. Я думаю, что кричит, думаю. Подхожу к нему, говорю, вот туда-сюда. Я говорю, ты сам что, откуда ты так русский? Он по-русски супер говорит. Я говорю, откуда? Он говорит, моя жена из Новосибирска. Я говорю, что, я из Омска, говорю. Он говорит, я казахов знаю, казахскую сборную по боксу возил недавно на лодке, типа. Братишка, говорит, братуха, он говорит, они его научили, походу. Очень смешно, короче. Чувак согласился отвезти меня на остров, потому что сейчас повезут на бесплатном трансфере на вот этот остров. Всех. Соответственно, я на него не подаю, у меня потому что дела срочные, мне нужно сходить. И я к старту уже подъеду вот отдельно. Мне нужно было найти отдельный трансфер. Но вот я сейчас с этим дяденькой договорился, он сказал, что может меня отвезти бесплатно. Я говорю, почему бесплатно? Он говорит, деньги, бумага. Я говорю, ну ладно. Короче, прикольная встреча. Я ему сказал, что он хорошо по-русски говорит, а он мне сказал, что я добра, причем на срочка. Все. Так, на то мы и сошлись. Поэтому я сюда к 12 подойду и надеюсь, на гоночку успеваю. Номер мне уже дали. Спасибо огромное, Кирилл, Даша, что выделили мне этот номер, который по таким обстоятельствам не очень, может быть, удачным не получилось реализовать, но, видимо, это судьба. Побежим сегодня спокойно. Сейчас видел Влада, который тренируется у меня, Володю. Тоже ему дал наставление. Вообще мероприятие, которое организовывает триатлон клуб Будва, это в самом сердце. Да вообще все триатлон клубы. Спасибо, что меня довез Марко из триатлон клуба Герцег-Нови с Марией, с Дарьей. Спасибо большое им, потому что
я не могу сейчас временно на своей машине передвигаться, только в следующей неделе смогу. И поэтому мы вот доехали утром сюда. Сейчас я дела сделаю и буду возвращаться. Еще нужно покушать. Утром, ну, перекусить нужно. Я купил там выпечку. В этот раз рисковать не буду. Никаких гречишных штук. Но вы, пожалуйста, пишите, если вам вообще такой контент заходит. Я, если честно, вот я на трейл это не очень хотел. Я хотел, может быть, там с женой и ребенком время провести. Ну как, не хотелось и там хочется, конечно, везде успеть. Но это нереально. И я понимал, что хочется исключительно попасть на эту гонку, потому чтобы снять видео и показать вам, какие бывают трейлы на необитаемом острове. Вот это было интересно для меня. И, соответственно, конечно, пробежать в рамках тренировки. Сегодня должна была быть тренировка в виде 14 километров, из них 10 километров темпа на пульсе 150-160. Я могу примерно влезть, ну вот так вот, плюс на минус в это время. Как-то так. Итак, небольшие пояснения, почему вообще я на этот старт на трейл иду. Потому что, во-первых, через неделю у меня дуатлон, понятно, на нем горок не будет особо. Еще через неделю у меня полумарафон в Остроге. Это полумарафон с набором 400 метров. Вот это вот не так легко, как кажется. Полумарафон будет с внушительными наборами, а после полумарафона еще через недельки-две Бока Трейл на 17 километров и примерно 1000 наборов. Поэтому я подумал, что этот старт, раз уж отдаю слот, вон, я сегодня Кирилл, раз уж отдаю слот, плюс раз уж нужно готовиться, почему бы не сбегать? По нагрузке посмотрим, постараемся не сильно топить, но это зависит от того, заведусь я или нет. Так выглядит набережная Будвы по ощущениям градусов 20. Довольно жарко. Оп. Иду на лодке, если дяденька меня возьмет. Думал, что все, уехал он. Нет. Подошел туда, где он стоял. Он просто вот здесь вот ходит. Здесь. Сказал, что ждет двух клиентов, которых повезет и меня закинет. Смотрите, интересная дымка какая. Видите? Будва, конечно, есть свои плюсы у Будвы, несомненные, но, конечно, для жизни она, ну, кому как. Нам просто не очень подходит. Нам нужно место потише. И мы прекрасно в Кумбаре у себя живем. Мы выехали примерно 12:25, и я понимал, что я опаздываю. Но я надеялся, что старты с промежутком 15 секунд будут как бы подольше, и я успею. Дяденька меня высадил на карте, где вот указано пальчиком, и я бежал где-то по всякому лесу, по буеракам, минут, наверное, 7-10. И уже показываю, вывожу вам, собственно, сам маршрут. 2 круга было, набор около 300 метров. Можно всю информацию увидеть, собственно, на скриншоте. Всего 5 километров. Довольно тяжело было, на самом деле. Трасса нелегкая. Это вот я показываю то место, где я вообще должен был куда приплыть, и где потом, откуда мы уплывали все, да, где было барбекю. Но сама трасса вот выглядела примерно вот так. То есть довольно техничная, довольно технически сложная. Были подъемы вообще, торчки сразу, мне кажется, метров 50 вверх. Потом вот этот уже участок, он довольно легкий. Он был таким довольно пологим, хоть и там ты бежишь как будто бы под углом градусов 30 постоянно. Были скользкие места однозначно, кроссовки у меня, если честно, как оказалось, не очень. Довольно дешевые, Puma, но они за счет того, что с тонкой подошвой, они дают какое-то ощущение и хорошую стабилизацию. Сам по себе остров, кажется, что он все-таки обитаем, да, но это на самом деле маяк. Там есть какие-то заведения, которые сейчас не работают, но в сезон туда проводят экскурсии, там есть какая-то церковь, и это как бы еще работает все. Я понял, что я в целом-то к таким гонкам готов, бежать могу, и я бы не сказал, что я сильно себя сдерживал, но я, конечно, выкладывался процентов на 90-93, наверное, где-то вот так вот, даже не 95, вряд ли это было на 95. Несмотря на то, что пульс средний вышел довольно высокий, все-таки горки — это немножко другая нагрузка, другое потребление кислорода мышцами, это нужно понимать, да.
И я могу сказать, что тут нужен навык и опыт для гонки, которая для меня была проходной. Как бы я считаю, результат неплохой. Прибежать на 3-е место, хоть и в абсолюте получается 4-е. Браво Алене, которая обогнала и показала всем, как надо бегать. Ой, что-то я подохерел знатно. Тяжелая гонка. Good job, man. Thank you. Тяжелая гонка. Вот, блин, короче, я же на лодку сел, последний кадр увидели на лодке. Потом он подъезжает к пирсу, там 12 уже 30 прошло, 12:35 где-то, уже 5 минут от старта прошло, то есть. И я бегу, он высадил меня не там, где вот они пришвартовываются, видите, вот здесь пришвартовали, здесь высадили всех и прошли сюда и все. А я вышел там вообще в другом месте. И, короче, вообще жопа. Он говорит, там перепрыгнешь и все, и придешь к месту старта. Тот, кто отвозил. Я такой, ладно. Там дядька лодку чинит. Он говорит, а вот по лесу херач. Там, блядь, уже трейл начался. Но я разогрелся, кстати говоря. И все. Начал бежать. Выбегаю, слышу музыку. Через такие дебри. То есть, ладно, трейл, сейчас увидите, маршрут еще норм. А там вообще жопа. Вот, такие дела. Ну, сейчас попозже эмоции я расскажу. Так, ну все. Чем хороши гонки, это, конечно, едой, как обычно. Но вот у человека на ухе кактус. Упал, блин. В кактус летел. Кастанеда читался. Вот, велосипедист, триатлет. У тебя какой рост? 184. Ну, лосяра. Я смотрю, высокий, на велосипеде ты не такой высокий был. Я же четвертый. Самое Четвертый. Да, Ничего самое не плохо. получилось, Да, ничего не получилось. А вроде бы почти тут. А за что ты клеишь? За 4-е место на маму диплома. Третье место. А, 3-е место, за мужчина 3-е отдельно. У меня 4-е место. Это женщина, четвертая. Первая женщина. Да? Ты третий. Я 3-й? Да, Руста. Браво. Снимай он. Я 3-й? Да. А как первый Игорь, другий Драгон, ты 3-й? Смотри. Если се уморили, Короче, триатлон клуб Будва красавцы вообще. Вкусно, красиво. Вкусно, красиво. Классно. Погода. Ну, пацаны купаются. Володя и Руслан. Это тот, который в космос врезался? Ничего, купаться не боится? О, вот это поплыл по тискам. Смотрите, вот эта техника. Ё-моё. Как здорово плывет. Слушай, нет, хорошо плывет. Drugo mjesto. Dragi Jovanović. Najbolji prvo mjesto Igor Čepić. Igor, ja. Ajmo pozdravimo momke aplauzom. Molim sad najbolje da dođu ovdje da se slikaju svi zajedno. Вот лодочка, на которой изначально я должен был ехать. Все грузится.
багато. Спасибо большое, Марк, который меня подвозил. Дарье тоже ей спасибо. Прекрасный остров. Ну, конечно, пробираться через буераки было очень тяжело. Кирилл налегке. Велосипеде завтра с ним кататься поедем. Это Бечичи. Это Будва. Там старый город. Вот здесь вот мне нужно было преодолеть как-то. Типа я должен был как-то перепрыгнуть сюда, но я бежал вот через верх, в лесу там. Да, мне он натирает постоянно. А я, короче, вообще уже забил давно и просто Не по пользуюсь. самощущу. Ну, я примерно знаю свои зоны. Бессонных карман. Я согласен, но зон... Вот такая вот прекрасная гонка получилась. Интересный результат, неплохой для меня. Приглашаю всех участвовать в мероприятиях от Триатлон Клуб Будва и вообще участвовать в мероприятиях в Черногории. Это красиво, интересно, стоит вообще очень доступно, я считаю. И вообще, мне кажется, активный спорт – это вообще очень здорово. Ну а Черногория, как и многие другие страны, подходят для того, чтобы это делать. Тем более сейчас уже начинается, скажем так, такой самый более благоприятный климат. И почему бы не бегать, не кататься на велике и не плавать. Записывайтесь на тренировки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на этот канал. Это будет мотивировать меня делать еще больше контента о мероприятиях в Черногории и не только. Я надеюсь, что будем в скором времени обозревать что-то еще более интересное. Спасибо большое Николе за видео. Хвала ты, брате. И до новых встреч. Пишите комментарии. Всем пока.